during the church sets aside this time of Lent, the fast. Во время этого поста церковь откладывает в сторону. Not just for us to discipline ourselves. Предлагает нам не только дисциплину. It's to make us aware of the fact of how quickly we drift away from our goal. А помогает нам быть в курсе того, насколько мы быстро отдаляемся от своей цели. We all know intellectually, at least I think we all know intellectually. По крайней мере, мы знаем все интеллектуально, that it is necessary to be disciplined. Что необходимо дисциплинировать. For life to be functioning well. Быть дисциплинированным в жизни, чтобы правильно в ней функционировать. The human body does best when it is not overindulged. Человеческое тело лучше себя ведет, когда ему не потакают. So we have to learn to control our appetites. Мы обязаны научиться контролировать свой аппетит. And of course, the biggest appetite that usually leads us into big trouble. Конечно, самый большой аппетит, который ведет нас к беде, is our will. Это наша воля. Our desire to do what we want to do because of how we feel. Наше желание делать то, что мы делаем в соответствии с тем, как мы чувствуем или что мы чувствуем. If we do not have a control over our will, если мы не контролируем свою волю, we spend our whole life suffering. Мы проводим свою жизнь в страдании. Because one can never acquire what they desire by itself. Потому что невозможно приобрести то, что желаешь сам по себе. If you desire something that God does not wish for you, если желается чего-то такого, чего Господь Бог для тебя не желает, it will ultimately destroy you. Это в окончательном итоге тебя уничтожит. So the Lord tells us something very powerful. Господь Бог дает нам нечто очень сильное. Everything He tells us is powerful, but мощное. И все, что Он говорит, это мощное. We forget very easily things that we're supposed to remember. Мы легко забываем те вещи, которые мы должны помнить. When we come to church during this period of the fast, когда мы приходим в церковь в этот период поста, we say together, "O Lord and Master of my life." Мы говорим: Господи, владыка живота моего. But for most of us, if not all of us, для многих из нас, если не для всех из нас, the master of our life is ourself. Руководитель нашей жизни, хозяин нашей жизни – это сам человек. We do not listen to God in everything. Мы не слушаем Бога во всем. We listen to ourselves in everything. Мы слушаем себя во всем. So we are the master of our life. Мы являемся владыкой своей жизни. That's why our life is the mess that it is. Поэтому жизнь становится таким беспорядком, как она есть. The Lord says to us, "You cannot serve two masters at the same time." Невозможно служить двум господам одновременно. So if you're serving yourself, если служишь себе, you're not serving the Lord. Не служишь Господу. And we always listen to someone other than ourselves. We don't always do it, but we listen. Мы слушаем некоторых, кроме себя, не всегда, но слушаем. The Lord gently, Господь Бог очень нежно, calls us through His love, призывает нас к своей любви, through His constant faithfulness to us, через постоянную верность нам, to come to Him, для того, чтобы мы пришли к Нему and to change, и изменились. to be free of our temptations. Для того, чтобы мы освободились от своих искушений. On the other hand, с другой стороны, the devil's always telling us, дьявол всегда говорит нам, take care of yourself, позаботься о be себе, happy, будь be счастлив, comfortable. живи в комфорте. You go to church to speak to the Lord, and your head is filled with worldly things. Приходишь в церковь говорить с Господом, и твоя голова наполнена мирским. Can't serve two masters at the same Невозможно time. служить двум владыкам, господам одновременно. And the master that usually influences us the most is the evil one. И тот господин, который на нас больше всего влияет, это, как правило, лукавый. Let me read you something from Isaiah from Skeetes. Позвольте мне почитать вам нечто из чтения Исаии Скитянина. These are words from the 4th century. Это слова IV века. Can you imagine? Можете себе представить. 1600 years ago. 1600 лет назад. If you are going to be free of the world, если вы собираетесь освободиться от мирского, you must leave the world. Вы должны покинуть этот мир. And the fathers are not talking about the physical world, as you know. Отцы говорят не об этом сотворенном физическом мире. It's the spiritual world. Они говорят о духовном мире. The world of man after the fall of Adam. Тот, который появился после грехопадения Адамова. The inclination towards sin. Наклонность по направлению к греху. He says, before everything else, прежде чем что-либо,
if you are going to struggle to achieve a spiritual life, Если вы собираетесь побороться и достигнуть жизни духовной, the first во-первых, and the greatest struggle you will have и самое великое борение, которое вы должны совершить, is a struggle of exile, это борение ссылки, уйти, Leaving. исхода, the world, покинуть нужно мир. especially Особенно, if you have tried this on your own. если вы пытались это сделать самостоятельно. If you are moving to get away from the world in order to be close to God, Если вы двигаетесь, исходите от этого от мира по направлению к Господу, you have to leave everything вы должны оставить все. and you have to move somewhere else. Вам нужно переехать куда-то в другое место. In faith, В вере, hope, надежде and a heart и в сердце. that desires God above all else. То, которое возжелает Бога над всем. You have to fight against temptations, Нужно побороться против искушений, against thoughts that are always in your head, против мыслей, которые всегда находятся в вашей голове, frightening you, которые вас пугают, telling you которые говорят that you вам, must do this and must do that, что вы должны делать то или это, that this is too hard, что является трудным. you don't need to pray, Чересчур вам не нужно you совершать need to eat молитву. more, Вам нужно больше есть. you need to worry about your body, Нужно беспокоиться о своем теле. you have a right to have a good time. У вас есть право на хорошее, на увеселительное время There are many препровождения. things more important than prayer and church and services and Есть fasting. более важные вещи, нежели чем церковь, молитва и пост. You can do so much good in the world. The world needs you. Можешь столько добродетельного в мире совершить, и мир в вас нуждается. The world needs none of us. Но мир ни в одном из нас не The world нуждается. needs God. А мир нуждается в Боге. Poverty, we hate it. Бедность мы ненавидим. Illness, we think is a curse. Заболевание мы считаем это проклятие. Denying your desires, we think is impossible. Отказ от своей воли нам кажется невозможным. Prayer is boring. Молитва является скучной. The spiritual life is impossible. Духовная жизнь невозможна. The flesh calls us. We have lustful temptations. Плоть нас зовет, мы хотим мы имеем похотливое искушение. We hate our brother. Мы ненавидим ближнего. We judge everyone. Мы осуждаем каждого. We wonder why we're wasting our time here. И теперь мы интересуемся, почему же мы впустую тратим время. We could be so much happier in the world pleasing ourselves. Но мы могли бы так быть счастливы в мире, угождая себе. В миру, вернее. So when you go to your room, Когда ты приходишь в свою келью, the devil puts in you unbelievable images and thoughts into your head. дьявол вкладывает умопомрачительные мысли в твою голову. Almost always lust, Всегда похотливы, almost always sleep, всегда зовущие ко сну and the desire to run away. и с желанием сбежать. But you also remember Вы также должны помнить, that you are trying to leave the world что вы пытаетесь оставить этот мир in order to be closer to the Lord для того, чтобы быть ближе к Богу and to find eternal и life. для того, чтобы обрести жизнь вечную. The devil puts thoughts inside of your heart. Дьявол вкладывает мысли внутрь вашего сердца. He lets you complain about the weather. It's too hot, it's too cold. Он заставляет вас жаловаться о погоде, либо сильно холодно, либо сильно жарко. Your body aches. Тело ломит, Your feet hurt, your back hurts, ноги your head болят, hurts, спина болит, голова болит, your stomach's bothering you. желудок беспокоит вас. All these things Все это are distracting you отвлекает вас and making you seek the comfort of pleasures. и заставляет вас искать комфорт и удовольствие. And none of this works. Но это не работает. No matter how much you pamper your body, it wants more. Неважно, как вы потакаете своему телу, No matter how hard you try to look good, неважно, как вы пытаетесь выглядеть более хорошим, you're dying every moment of your life. вы умираете каждый момент вашей жизни. It's all downhill. Это все идет по нисходящей. No matter what you do to look good, you will get old. Неважно, как бы, If что you're бы вы ни lucky. делали для того, чтобы хорошо выглядеть, вы все равно будете стареть. Если вы, как бы... You can work on your body, but it doesn't do a thing for your soul. Но когда вы работаете над телом, это ничего доброго не приносит вашей душе. You can seek your pleasures and it destroys your soul. Вы можете искать удовольствие, которое уничтожает ваши души. The only thing that works Единственное, что получается, это is to listen to the Lord. слушать Господа. And the exile from the world is for everyone, not just monastics. Исход из мира должен произойти со всеми, не только с Because it's монашествующими. not the exile from the created world, Потому the что physical world. это исход не из сотворенного мира и физического. It's leaving that part
of the spiritual world that is fallen. Это нужно сделать так, чтобы покинуть падшую часть этого мира. Married people in the world, Люди, состоящие в браке, мирские, they have to escape the world as well, or the world они will eat также them. должны изойти из этого мира, иначе этот мир их поест, пожрет. You cannot serve two masters, Невозможно служить двум господам. and we try to. А мы пытаемся. We serve ourselves first of all, Мы служим прежде всего себе. and then we try and serve that fallen world and think we're going to get somewhere. И после этого мы пытаемся служить этому падшему миру, считая так, что куда-то при этом идем. So the reason we have such a difficult time Причина, по которой нам так трудно in the spiritual life, в духовной жизни, is because we have not accepted the fact we must leave the world. это только потому, что мы не приняли факт того, что нужно изойти из этого мира. And we bring the world with us. И мы приносим вот эту обмерщенность But вместе you с can never нами. bring it all with you. Невозможно принести все с собой. So the only way to have it all, we think, И единственный путь, чтобы иметь это все, нам, так is to думается, return to it. это чтобы к этому вернуться. And look at us. Давайте взглянем на We нас. return to the world and we're nothing. Мы возвращаемся в мир, и мы никто. The world consumes you and spits you out А мир нас потребляет и выплевывает нас. and laughs at you. И насмехается над нами. Look at our suffering world. Посмотрите на наш страждущий мир. I was reading an article in National Geographic magazine. Читал статью в журнале «Национальная география». 60% 60% of all the human beings on Earth, всех человеков на Земле, 60%. 60%, There are 7 billion people, 7 миллиардов людей, so 60% is something like 5 billion, 60% примерно 5 миллиардов, something like that, do not have drinkable water. не имеют воды питьевой. The water is polluted if they have water at all. Вода загрязнена, если она у них есть. And they're infected with all kinds of diseases because the water И они is инфицированы unclean. разного вида заболеваниями из-за воды нечистой. 60%. 60%. 30% of the world does not have water to drink where they live 30 at all. 30% населения людей не имеет воды там, где они, на месте их проживания. Just water. Просто воды. The majority of the world suffers. Основная часть людей в этом миру страдает. And you think if I return to the world, I'm going to live high. И нам кажется, что если мы вернемся в этот мир, мы будем жить в наивысшем лучшем состоянии. Now think of this. Подумайте над этим. $1 million, $1 million, $1 million Миллион whatever, евро или миллион долларов is not much это немного in comparison to the wealth of the world в these days. сравнении с тем богатством, которое собрано в миру. Less than 1% Меньше 1% of the entire world's population всего мирового населения has $1 million or more. имеет миллион долларов или больше. Less than 1%. Меньше 1%. What are you going to get when you go out the door? Что вы получите, если изойдете из этих A дверей? millionaire is not a wealthy man anymore. А миллионер это больше не является богатым Not to человеком. live an endless life of luxury. Тот, который не может жить в бесконечной жизни роскоши. If you were a good scientist, Если бы вы были хорошим ученым, you'd look at the statistics вы посмотрели бы на статистику, and you'd say that при этом сказав, 99.9% of the world's population is suffering without money. 99,9% населения страдает от безденежья. My chances of being one with luxury is almost non-existent. Мои шансы быть в этой роскоши практически не существуют. That would be realistic. Это было бы реалистично. But because our passions Но в связи с тем, что есть наши страсти, confuse our vision, те, которые искажают наше видение и we понимание, think if I run out the door, everything's going to be wonderful. мы думаем, что если мы выйдем из этих дверей, все будет прекрасно. It's not. Не так. We have to enter into exile. We have to leave Мы the world. обязаны изойти, мы обязаны покинуть мир. I remember there was a Вспоминая, film that came out of the war, out of World War II, a newsreel film. был такой фильм после Второй мировой войны, And it's when the Nazis were advancing, it's when the Allies were advancing когда upon Italy, силы союзников продвигались в Италию, pushing the Nazis back through Italy into отбрасывая Germany. нацистов из Италии в Германию. And the people were running from their villages to keep from being bombed. Люди бежали из деревень от бомбежек.
And they were carrying all kinds of junk with them. Они разного вида ненужные вещи с собой They несли. had huge bundles and suitcases and Большие увязки, clocks. I mean, чемоданы, what do you need a clock for? часы. They're Зачем тебе часы? trying to run with the treasures they thought they had. Пытается убежать с теми сокровищами, которые, казалось, им они The имеют. ones who took nothing with them were running way far ahead. Те, которые ничего с собой не взяли, они гораздо быстрее убегали. And the ones who were dragging all their junk with them И те, кто тащили эти ненужные вещи, were falling and slowly moving падали away и and getting медленно bombed in the двигались process. и попадали под бомбежки в процессе. Many of us are dragging everything we think is important with us, Многие из нас тащат, что кажется очень важным для нас. and we can't move quickly, and we're losing. И мы не можем при этом двигаться очень быстро и проигрываем. The fast time Время поста, is a time to let go of all the junk, время отпустить все ненужное, leave it отбросить, behind, оставить позади and run towards the Lord и побежать по направлению к Богу, in order to be saved. для того, чтобы быть спасенным. Unload your junk. Разгрузите свою ненужность. Disconnect from all the stuff in the world Отсоединитесь от всего этого мирского, so that you are free чтобы вы были свободными to connect to the Lord. для того, чтобы соединиться с Богом.